100 волн выживания бесконечно. Наверняка является одной из, если не самой сложной и непостижимой целью для многих игроков Plants vs Zombies. В связи с чем возникает вопрос: так как? Какая нужна вообще тактика? И что нужно делать, чтобы столько пережить? Именно эти вопросы меня волновали в детстве, ведь дальше 44-й волны у меня не выходило дойти, насколько я помню. Но время прошло, теперь я вообще снимаю ПВЗ, и именно в этом ролике как раз и хочу исполнить то, что мне раньше не выходило. Рассказать свой опыт попыток выжить столько волн, какие я тактики для этой цели использовал, и какая, по моему мнению, оказалась наилучшей, благодаря чему я смог дойти к этой трехзначной цифре. Первая попытка. Чтобы начать ее, нужно было как-никак подготовиться, потому мельком, чтобы понять поочередность действий, я глянул видос какой-то, который мне YouTube в рекомендациях пихал. В нем 100 волн человек вообще спидранил. Сам удивлен, что и такое есть. Итак, начнем. Что сразу понятно, это то, что нужно фармить много солнц. Очень много солнц. Поэтому логично в начале, где пока зомби дают возможность фармить как не в себя. Плюс на первое время спокойно хватало кабачка и мины. После уже к началу волны можно пару мракогрибов ставить. Главное не абы как их лепить, а сразу вырисовывать такую, скажем, линию на дальних клетках. Параллельно же моно и пару пушек ставить сразу. Дальше же мракогрибы в подсолнухи качать вдвойне и дальше не спеша ставить пушки. Главное, чтобы со спавном в начале повезло. Мне вот, как видите, не повезло. Ну и ладно, хоть напомнили мне, что так близко что-то в тыкве быть права не имеет. Как видите, пушки на воде у нас полностью построены, да и вода самая безопасная точка выживания, как знаете. Но вот эта область вам говорит что-то? Верно, здесь вылазят зомби с воды, а пушки же, ясное дело, не хочется, чтобы съели. И как решать эту проблему, у нас несколько вариантов. Первое, в тайминг использовать гриб судьбы. Второй же вариант, закидывать туда снаряд самой пушки. Соглашусь, звучит не очень легко. Да и как ни крути, так пару укусов зомби как-никак успевают сделать все равно. Но не огорчайтесь, я вам не рассказал про третий, наверное, лучший способ. Так вот, в ПВЗ существует баг, а вернее фича, в которой, используя в тайминг ледогриб, зомби из-под воды вообще не лезут. Видимо, там они и заморозились. То есть и пушкам нашим ничего не грозит. Но вот как игроки к подобному додумались, меня поражает. Уже Гаргантюа, шахтеры и летуны похожи на шутку какую-то. Видимо, чтобы справляться, надо уже ледяной арбуз ставить. Как-никак, медленный зомби, хороший зомби. Ну и времени на раздумывание побольше будет. Фух, все прошло гладко, лишь шахтеры подгрызли с тылу подсолнухи. Как их уничтожать в самом начале их пути, понятия не имею, но у нас и пушки пока не все построены. Заканчивается 16-я волна, и вроде как я все, что нужно, выстроил. Лишь 2 пальмы остались, и то пока нету зомби на тарзанке, ставить их не нужно. А вот и он. Значит, сейчас и поставим. А еще эксклюзив выживания бесконечно вылез. Гига Гаргантюа. Наверное, объяснять, кто это, не стоит. Но я объясню. Его отличие от обычного в том, что у него красные глаза и хп в 2 раза больше. То есть этому нужно не 2 взрыва кукурузок, а 4, например. Звучит сложно, но на деле не все уж и так плохо с ним. Пока меня больше устрашают шахтеры под землей. Я не понимаю, как попадать в тайминг. Да и на что ориентироваться надо перед запуском, я хз. Запускать-то их заранее нужно. Вот ориентир по дельфинам или зомбу за шкатулкой, например, мне нравится. Но ориентируясь по ним, кроты проскакивают. Еще и Гаргантюа Самбони, когда отвлекался на этих гребаных шахтеров, время от времени давить что-то на этих рядах успевает. Ой, блин, я забыл про ледогриб. Вот и мгновенная карма. Пушку съели. Чё? Даже зомби 6-му умудрился съесть пушку. Да что это такое-то? Ай, на воде. Я когда заходил, думал полегче будет, а это реально сложно. А, да? А так можно? 4 пушки за 2 волны сломать. Причем сломали какие-то изичные зомби. Такое ощущение, что они играют на моих ошибках. Опять зомбу 6-м ту же пушку съел. Класс. Не, ладно, тут мы проиграли. На каком-то моменте что-то пошло не так. Но свои проколы я понял, наверное. Давайте попробуем еще раз. Как понимаете, тактику я делал ту же. Но видите изменение какое-то? Нет?
Тогда обратите внимание на левый верхний угол. Все верно, я решил на всякий случай накопить сразу full souls, чтобы если нам что-то и съели, была возможность очень быстро это восстановить. Так у меня удалось дойти до 36 волны. И опять в этом моменте такое ощущение, будто что-то переключается у зомби, и они то, что не успевали раньше делать, успевают. Опять заново. В чем же ж мои ошибки? Maybe стоит тактику изменить. В этих двух выживаниях момент проигрыша, кстати, могу подметить, был связан с тем, что я отвлекался на шахтеров и отдельно на них кукурузины тратил. Есть у меня примерная идея, как сделать в голове. Стоит попробовать. Но так как пробовать самому мне уже было скучно, я решил делать это все на стриме на Твиче. Кстати, насчет Твича. Там я всегда всякое разное по ПВЗ и не только стримлю, что потом может перерасти в ролик, как например сейчас. А еще там я с вебкой стримлю. Вернемся к тактике. В этот раз я решил не строить пушки на первых рядах по вышесказанным причинам. Вместо них было принято решение увеличить на 1 единицу с каждой стороны арбуза, мракогрипа и пальмы. Не, шанс, что зомбы на тарзанке полезут на эти подсолнухи очень мал. Ставить пальмы там смысла не особо много. Также я решил освободить последние клетки ВТ от мракогрипов и периодически юзать там грибы судьбы, а то раньше ставят тут или тут их, один ряд был внездан на его действия. И хочу сказать, играть реально легче стало, в разы легче, да и пушек прям идеально хватало. Так мы обошли этот лимит прошлых двух выживаний в 35 волн, на чиле практически. И далее с какими проблемами я и сталкивался, это давление мракогрипов, но и тут ее наполовину решить вышло. Если такие как Аркантио идет, можно брать паровики и горшки, ставить их перед ним тип. Так единственным, кто мог что-то задавить, оставался Зомбони. Ну и куда же не без забывания про использование фичи. Ну и это вышло решить, ведь напомню, я тогда стримил и попросил чат спамить летогрипп перед началом каждой второй волны. Вот и мы и на 100-й волне. Да, сам в шоке, так можно было. Но на этом видео не заканчивается. Чтобы максимально подтвердить, что все было честно и прозрачно, а то еще будете писать читы, я решил на ютубе стримчик сделать и так прожить уже не 100 волн, а 104, где как раз видно все от начала и до конца, что именно я делал на протяжении почти 5 часов. Ну и заодно на нем я хотел еще раз убедиться в эффективности тактики. Как понимаете, все прошло очень удачно. На этом выживании даже 1 000 000 монет без 10 удалось накопить. Вот только потом они куда-то пропали. Надеюсь, данным видеороликом я смог рассказать, показать и поделиться опытом выживания 100 волн с вами. Жаль только рассказывать мало что было, смотря на длину ролика. Но буду рад, если кому-то да он и поможет. Ну и всем пока.